Пропажа ребенка – это самый страшный страх родителей. Вот почему, когда один маленький мальчик, которому было всего 6 лет, исчез из своего дома в Теннессе, его родители пережили настоящую агонию. Все их сообщество было потрясено до глубины души и сделало все возможное, чтобы помочь найти мальчика. Даже военные отправили на поиски вертолет Black Hawk. Они боялись, что он был совсем один в лесу. Это опасное место для маленького мальчика. Через 22 часа мальчик внезапно вышел из леса, но он был не один. Родители Кейдена, уроженца небольшого городка под названием Вершина мира, расположенного в округе Блоунд, штат Теннесси, разрешали ему играть одному на улице до тех пор, пока он не уходил далеко от дома без разрешения. Однако вечером в понедельник, 23 апреля 2018 года, родители Кейдена были крайне обеспокоены, когда их сын не вернулся домой к 6 часам вечера. Они не сомневались, что ему, как обычно, нравилось играть на улице, но к вечеру это перестало быть для них развлечением и игрой. Кейден Лич, хороший и жизнерадостный мальчик, всегда любил бывать на свежем воздухе и проказничать, как и любой другой 6-летний ребенок. Особенно он любил играть со своими домашними животными, в частности, со своим любимым черно-белым терьером по кличке Чула. Сначала они подумали, что Кейден где-то в доме, но время шло, и они решили предупредить шерифа округа Блауд Джеймса Либерона. Они не собирались рисковать, так как становилось холодно и темно. Они знали, что у их сына нет пальто. Несомненно, пропавший ребенок – худший кошмар любого родителя. Родитель, естественно, хочет защитить своего ребенка, несмотря ни на что, поэтому, когда этот инстинкт подвергается испытанию, это может быть ничем иным, как пугающим. Так было с родителями Кейдена Лича. Они не могли понять, почему он внезапно исчез, и все, что они хотели сделать, это найти его и вернуть домой в целости и сохранности. Они еще не знали об этом, но происходило что-то очень странное. Тем не менее, у них действительно было такое чувство, что они знали, что нельзя терять времени на то, чтобы разнести весть о пропавшем мальчике по всему миру. Окружной шериф сразу же обратился за помощью. Обычно, чтобы подать заявление о пропаже человека, нужно подождать 24 часа, но в этом сплоченном сообществе в случае с пропавшим Кейденом этого не произошло. Родители Кейдена были очень обеспокоены тем, что их ребенок потерялся где-то, не имея даже пальто, чтобы согреться. Шериф не хотел, чтобы они пока думали о худшем сценарии, поэтому он немедленно приступил к работе, чтобы оказать семье Лич хоть какую-то помощь, какую только мог. Бюро расследований штата Теннесси выпустило предупреждение об опасности для детей в тот вечер в 7 часов вечера, сообщив, что офис шерифа дал описание Кейдена. В нем содержалась просьба к сообществу помочь найти мальчика, отметив, что в последний раз его видели около 18 часов вечера. Родители описали Кейдена как человека весом 30 килограмм, ростом около 1,20 сантиметров, с каштановыми волосами и голубыми глазами. Они также сообщили шерифу, что в момент исчезновения Кейден был одет в серые спортивные штаны, черную футболку и кроссовки без шнуровки. Местный шериф начал поисково-спасательную операцию с помощью военного вертолета Black Hawk с расположенной неподалеку авиабазы Маги Тайсон. Поиски начались очень быстро после того, как Джеймсу Либеронгу позвонили родители Кейдена Лича. Помимо привлечения вертолета для прочесывания местности в поисках Кейдена, поисково-спасательная команда также провела наземную операцию, в которой приняли участие почти 100 человек, оказавших первую помощь в труднодоступной горной местности площадью 2000 акров. Оставался вопрос, хватит ли этого, чтобы найти маленького мальчика до наступления темноты. Наземные группы, включая ФБР, ТБ информационное бюро штата Теннесси, департамент шерифа округа Блоунд, пожарную службу округа Блоунд, поисково-спасательную команду округа Блоунд, а также заместителя главы округа Блоунд Джеффа Френча, провели поисковые работы по всему району, чтобы найти Кейдена.
Мэриан О'Брайен, пресс-секретарь офиса шерифа округа Блоунд, сообщила World News, что наряду с военной помощью наземные поисковые группы будут вести поиски всю ночь, если это потребуется, чтобы определить местонахождение Кейда. Однако продолжались и другие поиски. Местное сообщество также обратилось к нам, когда стало известно об исчезновении Кейдена. Несколько часов спустя службы экстренной помощи округа Блоунд распространили сообщение IPOS интегрированная система оповещения населения, чтобы проинформировать всех о происходящем и предоставить обновленную информацию. Как только местные жители прочитали сообщение, они поняли, что не могут сидеть сложа руки, в то время как жизнь ребенка висит на волоске. Они подумали о своих собственных детях и внуках, что по-настоящему задело их за живое. Сообщество округа Блоунд не только получило сообщение IPOS, но и распространило эту новость через приложение для смартфонов под названием Nextdoor, которое представляет собой своего рода частную социальную сеть для соседей. Даже если некоторые люди не могли активно помогать в поисках Кейдена Лича, они объединялись, делая все, что в их силах. Один из местных волонтеров, занимающихся поиском, рассказал World News: «У нас очень сплоченное сообщество. Мы стараемся помочь всем. Мне позвонили и рассказали о том, что происходит. Я поднимался в гору с работы и просто примчался сюда и сделал все, что мог, чтобы помочь». Когда одна из жительниц этого района, Меган Кеслер, услышала новость об исчезновении бедного маленького Кейдена, она решила выступить с собственной инициативой, чтобы помочь волонтерам-поисковикам и бригадам экстренной помощи едой и водой. «Мы знали, что это будет долгая ночь», — сказала она в интервью World News. «Мы принесли кофе, чили, все, что им было нужно. Мы хотели убедиться, что сможем обеспечить их всем необходимым. Они не позволили нам провести обыск, поэтому мы сделали все, что могли». Как раз в тот момент, когда все были заняты оказанием помощи и распространением новостей, организация Tennessee Endangered Child Alert опубликовала в Facebook сообщение. Сообщение, которым поделился 10-й канал Whipper, содержало фотографию и описание Кейдена Лича и сопутствующих обстоятельств. Вскоре после этого сообщения было дополнено дополнительной информацией. Оно было опубликовано более 2000 раз и получило более 350 откликов. Было ясно, что в нем участвовало все сообщество, включая родителей Кейдена. Сообщение распространилось со скоростью лесного пожара. Несмотря на все усилия поисково-спасательных команд и помощь местных волонтеров, поиски, казалось, были безрезультатными. Кейдена нигде не было видно, а уже стемнело и похолодало. Время поджимало, и власти также были обеспокоены тем, что Кейден может заболеть респираторной инфекцией, если его не найдут в ближайшее время. На нем не было достаточно теплой одежды, и это могло оказаться смертельным для такого маленького мальчика. Это только усилило необходимость поисков. Поиски продолжались весь следующий день, уделяя особое внимание району, который находился в радиусе полумили от дома Кейдена Лича. Им нужно было дождаться рассвета, чтобы продолжить поиски в сельской местности и в горах вокруг. Естественно, родители Кейдена очень переживали за своего драгоценного сына. Они были напуганы, нервничали и даже чувствовали вину за то, что позволили ему играть на улице. На это потребуется еще некоторое время, но вскоре они узнают, что с их сыном все в порядке и он не один. Жители округа Блоунд доказали, насколько преданными и сплоченными на самом деле были их члены, не ложась спать всю ночь, раздавая воду и закуски спасательным командам. Спасатели, оказавшие первую помощь, неустанно трудились, чтобы найти Кейдена, и это было самое малое, что они могли сделать. Никто пока не был готов сдаваться, они знали, что Кейден должен быть где-то рядом. Оставалось только оставаться сосредоточенным, целеустремленным и не отказываться от миссии, пока он не окажется в безопасности дома. И они пока не собирались сдаваться. Когда рассвело, стало легче искать Кейдена при дневном свете. Это была нелегкая задача, но это еще никому не мешало сдаваться. Хотелось надеяться,
что они найдут его при дневном свете, целым и невредимым. У поисковых бригад было больше идей о том, где искать, так что пришло время поторопиться и найти пропавшего мальчика как можно скорее. Его родители были очень обеспокоены, их ребенок голодал, был напуган и одинок. Поэтому все молились, чтобы с ним все было в порядке. Поисковые команды побежали к озеру, чтобы посмотреть, не упал ли Кейден в воду или не утонул, но его нигде не было видно. Пока продолжались наземные поиски, вертолет Black Hawk также продолжал поиски с воздуха. Когда его не было видно у озера, поисковые группы осмотрели склоны гор и даже несколько заброшенных зданий, чтобы выяснить, не спрятался ли Кейден где-нибудь на ночь, чтобы защититься от холода. Но, к сожалению, им не повезло. Утренние часы шли своим чередом, а Кейден Лич все еще не появлялся. Его родители пытались догадаться, куда он мог подеваться и не могло ли произойти что-то более зловещее, что в их общине было большой редкостью. Для них просто не имело смысла, что он внезапно исчез, поскольку он знал о комендантском часе и о том, как далеко ему разрешалось заходить в окрестностях. Что-то не сходилось, и родители Кейдена понимали это в глубине души. Волонтеры-спасатели попытались проникнуть в сознание 6-летнего мальчика. Они хотели представить, куда он мог отправиться, играя на улице. Для этого им пришлось немного нестандартно мыслить и вести себя как ребенок. Они решили осмотреть места, на которые в противном случае не обратили бы внимания, например, глубоко в лесу и другие заброшенные здания в этом районе. Они еще не подозревали об этом, но были гораздо ближе к поискам Кейдена, чем предполагали. Как только поисковая группа вошла в лес рядом с вершиной мирового сообщества, они тщательно осмотрели всю местность. Если Кейдена там не было, то они не были уверены, куда еще он мог пойти прошлой ночью. День клонился к вечеру, и все добровольцы знали, что им нужно продолжать поиски, пока снова не наступила ночь. Часы тикали. Именно в этот момент они услышали доносящийся из леса шум, который привлек их внимание. Примерно через 22 часа после исчезновения Кейдена Лича спасательной команды наконец-то что-то обнаружили. Внезапно они услышали рычание, доносившееся из леса, и по мере того, как они приближались, рычание становилось все громче и сильнее. Не зная, что они могут обнаружить, они пошли дальше на звук. Им пришлось выяснить, откуда доносилось это рычание, поскольку оно очень походило на собачье. С другой стороны, они были в лесу, так что это могло быть что угодно. Поисковые группы и добровольцы приблизились на звук рычания, когда внезапно заметили Кейдена. Они были всего в полумиле от его дома, так что, как выяснилось, прошлой ночью он ушел не слишком далеко. Должно быть, он потерял ориентировку и, парализованный страхом, остался на месте и не двигался. Однако самым большим сюрпризом для всех стало то, что Кейден все это время был не один. Рядом с ним кто-то был. Кейден Лич был найден в 15:30, то есть примерно через 22 часа после того, как его пропажу заметили накануне вечером. Когда его нашли, оказалось, что рычал его верный черно-белый терьер Чула. Собака зарычала на спасателей, когда они приблизились к Кейдену, так что собака — защитник, заявил заместитель главы Beast Джефф Френч. Действительно, Чула делала все возможное, чтобы Кейден был в безопасности всю ночь, которую они провели в лесу. Когда Кейдена нашли, он выглядел неважно. Спасатели спросили его, все ли с ним в порядке и как он себя чувствует. Он сказал, очень замерз. Его кожа была фиолетовой и холодной, а серых спортивных штанов и черной футболки было недостаточно, чтобы согревать его всю ночь. Поисковая группа также спросила мальчика, где он живет, и он назвал адрес. Как только это было установлено, они сказали Кейдену, что немедленно доставляют его в безопасное место, ему нужна медицинская помощь. Хотя собака Чула тоже нуждалась в некотором уходе, прежде чем сотрудники службы экстренной помощи доставили Кейдена Лича домой, они сочли, что лучше всего сначала отвезти его в мемориальную больницу Блаунта,
чтобы его осмотрел медицинский персонал. Они хотели убедиться, что он не страдает от переохлаждения или каких-либо других медицинских проблем. Его семья испытала огромное облегчение, когда наконец-то снова увидела своего драгоценного маленького Кейдена. Они также не могли поверить, насколько мужественно Чула перенес все это испытание. Это звучало как что-то из книги или фильма. Пока Кейден проходил обследование в мемориальном госпитале Блоунта, его семья опубликовала заявление о возвращении их мальчика. Сначала не было никакой информации о его состоянии или всех фактах, связанных с его исчезновением, но они хотели поблагодарить невероятные спасательные команды и местных волонтеров. Мы очень благодарны всем, от местных правоохранительных органов до волонтеров, которые помогли нам найти Кейдена. Мы получили огромную поддержку даже от людей, которых мы не знаем. Мы ценим всех наших друзей и соседей и просим соблюдать конфиденциальность в это время, написали родители Кейдена. Новость о возвращении Кейдена также была встречена с большим торжеством в средствах массовой информации и социальных сетях. «Я так рад, что он нашелся в безопасности», написал один из доброжелателей в Facebook. Другой человек прокомментировал: «Я думал о них с тех пор, как узнал, что он потерялся. Это то, что он сможет рассказать своим внукам. Слава Богу!» Несмотря на то, что сообщество потратило 22 мучительных часа на поиски Кейдена, они выразили такую же радость, когда услышали в новостях, что он был найден целым и невредимым вместе со своей собакой. Казалось, их утешило то, что он был не один всю ночь. В течение 22 часов верхушка мирового сообщества переживала бурю эмоций, и все почувствовали переход от беспокойства к облегчению. Это напомнило им об их собственных детях, поэтому каждый старался изо всех сил. То, что Кейдена нашли, также стало огромным событием для всех жителей округа. Они молились, чтобы он вернулся живым и невредимым, и были так счастливы услышать, что этот кошмар наконец закончился. Шериф также был благодарен, когда Кейдена нашли. Он был очень взволнован, когда благодарил всех по местному телевидению. «Я хочу поблагодарить всех этих мужчин и женщин, которые провели здесь последние 20 с лишним часов в темноте, холоде и под дождем», — сказал он. «У нас было ФБР, ТБИ, департамент шерифа округа Блоунт, пожарная служба округа Блоунт, спасательный отряд округа Блоунт. Это была командная работа, и мы бы не справились без посторонней помощи», — заключил он. Но был еще кое-кто, кого они должны были поблагодарить. Шериф также поблагодарил своего заместителя Дэниела Селфа за помощь собаке Чуле. Он подержал собаку и убедился, что с ней все в порядке, дал ей воды и немного еды. Все были так взволнованы, узнав, что Чула всю ночь была ангелом-хранителем Кейдена. Связь между собакой и человеком оказывается непреодолимой, особенно в трудные времена. Чула была таким геройской собакой и ни на минуту не отходила от Кейдена. Несомненно, именно благодаря ей он пережил холодную и темную ночь в лесу в полном одиночестве. Верхушка мирового сообщества в Теннесси определенно чувствовала себя на высоте, когда Кейден был найден в тот безумный вторник днем. Все действительно повернулось на 180 градусов с того момента, как его нашли в лесу. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и подумайте о том, чтобы поделиться им со своими друзьями и семьей.